Всем привет, друзья! Мы наконец-то выбрались из тюремного Квебека и Монреаля и попали в свободный город Оттаву, который является столицей этой замечательной страны. Ни для кого не сюрприз, что в Нью-Йорке самые лучшие бейглы, хотя в Монреале утверждают, что они лучше у нас. Сзади нас находится лучшая бейгельная города Оттавы, которую мы сегодня будем пробовать. Короче, ждем бейглов, самых лучших в Оттаве, так что посмотрим, как они будут выглядеть, какие они на вкус. Ну, в общем, мы приехали в южный центр города, и тут находится, по словам, самый красивый парк этого города, поэтому сейчас пройдемся, посмотрим. Lansdowne парк. А что такое Lansdowne? Ну, это как hands down, типа легко, но только линзу вниз. Я надеюсь, что сегодня за время управления дроном руки не отмерзнут, как в каждом городе. В Канаде люди привыкли извиняться перед местными индейцами за то, что годами и десятилетиями и сотнями лет их вытесняли, унижали и так далее. Поэтому даже на табличке с информацией про парк первый язык – это язык индейцев. Ребята, в общем, мы едем пробовать самые известные донаты Канады. Так что либо мы кайфанем сейчас очень сильно, либо врежемся до того, как приедем, потому что за рулем Леонид. Ничего себе. В общем, доехали мы до этого известного места с донатами, но посмотрите, какая очередь. Я надеюсь, это того стоит. Could we get like 6? Yeah, could we, well, just whatever he said. I'll have maple bacon and donut. I'll take the vanilla dip.
The PB&J. Ну это красиво. В общем, я как самый большой экспериментатор взял себе донат с беконом. Сейчас попробуем. Вау! Я, конечно, не любитель сладкого, но, ребята, это было очень вкусно. И смесь кленового сиропа с беконом, блин, какая-то адско вкусная, неожиданно. Вкусно, Борис? Ну, как в детстве, но вкусно. Хорошее место, одобряем. Короче, приехали в самую известную пекарню города и вообще не знаю, что ожидать, потому что я даже не посмотрел фотки онлайн, что там делают. Надеюсь, получится, может, поговорить с каким-нибудь продавцом или с шефом, может, нам что-нибудь покажут. В общем, как и следовало ожидать, в хороших атавских традициях, коронавирусных традициях, везде очередь. Леонид. Здрасте. Это, ну вот капитализм. Любят здесь в очередях. В общем, огромный выбор. Вообще не знаю, что брать, потому что весь день мы только едим. Только едим. И будем есть. У нас гастротур. Hey, how are you? Good, good. Do you have something with cheese? Do you have something with cheese? Like for bread? Yeah. Yeah, so I try cheese and herb sourdough. Okay, what about like smaller things? Do you have like something that I can snack on? Like a... Okay, yeah, can I try that? Yeah. Oh, fantastic. So this is Artisan, a little bit of history. Kevin, the owner, trained overseas, trained here, super passionate about what he does. I took over management about 3 years ago, and well, beginning of COVID. 3 years I've been working with the company. Yeah, we do a little bit of everything, awesome bread, pastry, pizza nights, burgers, like you name it, we try and do it, we try and offer it. During COVID, we switched to a little like online pantry section there. So yeah, I mean, we're always crazy busy on Saturdays. We love Ottawa, love being part of the community, and that's the gist of it, I think. Боря, Чё? ты почему мешаешь мне вести влог? Да, веди свой влог еще. Поставь карту. Мы, в общем, находимся на какой-то очень милой улице в самом центре столицы Канады. Суббота, середина дня, людей нет вообще, пустая улица. Наконец-то мы добрались до мест, ради которых мы приехали в этот замечательный город, в столицу Канады, Оттаву. Это, ребята, бары, рестораны, которые открыты. И сейчас мы находимся в баре, в котором более 100 типов крафтового пива. В любом другом баре, в котором я когда-то был, ну, не видел я больше 20. Поэтому это очень круто, и мы сейчас будем пробовать все, что сможем. Thank you. Ну, лагерь вкусный, но какой-то горький. Видимо, они тут химичат очень сильно. Кстати, очень интересный факт, что около 80% населения этой страны живет в радиусе 10 миль от пивоварни. Поэтому тут все так много и пьют.
okay. My followers don't speak English. There you go. So that's like a foreign beer there, very popular. Then our Trash Pandas, that's another IPA. Yeah, so we started out in Vancouver. This is probably one of the last locations we've opened up. We're opening a second one in Vancouver right now. So from the West, basically a guy that started it just loves beer. He wanted to go somewhere and be able to drink all the styles of beer he can, and we like to support local breweries. So most of our breweries that are in here are located in Ontario and around Ontario. If you went to one of our other restaurants, it's completely different beers. Seriously? Yeah, so every restaurant's like based around like the area around them is the beers we get. So we have 133 on tap. It's crazy. We also have 8 wine on tap. So we have like local wineries that give us like barrel aged wine, which we pour from here. But yeah, that's pretty much the. Thank you. В общем, ребят, перед тем, как возвращаться обратно в Монреаль, у нас осталось еще пару мест. И сейчас мы едем на водопады Принцесса Луизы, которые находятся на дороге, которая называется Монреаль. В общем, мы наконец-то приехали к самому известному водопаду города Оттавы. Водопад небольшой, в принципе, как и сам город, но у него интересная история. Этот водопад сформировался на месте, где раньше шла Монреаль-Роуд, дорога, ведущая в Монреаль около 50 лет назад. Эти бетонные остатки – это остатки моста того времени. В общем, ребят, я не знаю, если вы посмотрели кадры с дрона или нет. Это зависит от того, получилось ли у меня их скачать с флешки. Но я утопил свой дрон в водопаде, и мне пришлось за ним лезть. И мне было холодно, и я искупался, в общем, в -5 ногами. Поэтому вот такие приключения. Друзья, на этих кадрах и закончится сегодняшний выпуск, потому что дальше я был весь мокрый, у меня разрядился микрофон и я потопил дрон. Поэтому самое главное, что я хочу вам сказать, это узнавайте города.